Они строят заговоры, они планируют убийства, они находят себе сторонников, они объединяются против своих врагов. Беглый взгляд на политическую карту мира. Но это же практически человек. В мире орангутанов ты был бы лузером. В какой-то момент у нас, например, появился автор, который очень хорошо писал про обезьян. Она в какой-то момент уехала в итоге изучать обезьян, то есть она полевой как биолог, который занимается изучением обезьян. Вот она писала про обезьян совершенно фантастические новости. Никто в русском интернете ничего такого не писал, да и в иностранном тоже. Соня, ты приматолог. Да. Нам давно очень хотелось узнать, как живут, общаются, применяют традиции самые близкие к нам существа. Поэтому мы пришли к тебе, и сейчас будем задавать самые простые вопросы про обезьян в широком смысле этого слова. Отлично. Ты описывал свою деятельность на станции как частный обезьяний детектив. Точно, да. А что ты имела в виду? То, что я расследовала частную, приватную жизнь прыгунов. Ты про моногамность или полигамность? Да, то, что я, зная, что они социально моногамны, что они живут парами, я хотела еще вмешаться в это все и узнать, изменяют они друг друга или нет. Я ходила за ними целый день. Вот мы их встречаем с утра в темноте у их спального дерева. Они такие просыпаются и спускаются вниз. И мы за ними начинаем идти. То есть они идут по лесу и делают свои дела. Они там едят какие-то плоды, они поют дуэтом, они занимаются грумингом, они живут своей жизнью, а мы просто за ними ходим. Давай уточним, груминг, они вот друг друга вычесывают. Да, шерстку вычищают от разных паразитов. Они могут это часами делать, а мы сидим и смотрим, и записываем, что они делают. Прям вот блокнотик, как в 19 веке, мы записываем такие карандашиком, что они делают. Вторая часть — это генетическая. Так. Это мы ждем, когда они покакают. Так. И когда они это сделают, мы бежим и роемся в листве, чтобы откопать их какашку. И эту какашку мы кладем в пробирку, а в пробирке силикогель. Знаешь, такая вот штука, которую в обувь кладут. Такой маленький пакетик. Да. Там написано «не ешьте его». Так. Вот. Это такая штука, которая сушит. Вот, она у нас в пробирке. Закрываем ее, потом переправляем это все, в конечном итоге, вот сюда, в Геттинген. И делаем анализ отцовства генетический, точно такой же, как делают для людей, когда хотят узнать, кто отец. Нет, у людей это делают не из какашек, а вот у обезьян проще всего это сделать из какашек, просто потому что не нужно ловить обезьяну для этого. Занимаются ли обезьяны сексом для удовольствия? Да, про всех обезьян не скажу, но бонобо точно занимаются сексом ради удовольствия, потому что они это делают всегда. Не только когда самка фертильна, то есть когда она может зачать, они это делают абсолютно всегда, абсолютно в любых комбинациях, абсолютно в любых позах, и они в процессе этого очень радостно издают звуки. И сомнений не остается, потому что они получают удовольствие. Обезьяны мастурбируют? Бонобо очень много. Бонобо этим занимаются. Опять-таки, бонобо — это такие секс-маньяки. Прям неприлично, они прям постоянно это делают. Я, опять-таки, сама этого не видела, но это говорят все, кто за ними наблюдает, что прям как-то даже неловко. Они это делают, да. Есть такие павианы, один вид павианов, у которых такое самое обычное приветствие между самцами — это подойти и пожать друг другу пенис. Я не выдумываю. Это как Они настолько друг другу доверяют, что они так приветствуют друг друга. У бонобо еще правят коалиции самок. Да, у бонобо доминантны самки, а у шимпанзе — самцы. То есть, например, если положить вкусной еды шимпанзе в лесу, то придут самцы и все съедят, а самкам, может быть, что-нибудь останется. А у бонобо наоборот. То есть самки самцов оттеснят, и, может быть, им что-нибудь достанется. А оттеснят как? Надают в репу или они же слабее их или нет? Да, но их много, и у них прям такое сестринство, то есть они прям могут за себя постоять. Но у них разница в размерах не такая, как у шимпанзе. Шимпанзе-самец больше самки? Да. А бонобо самец-самка примерно одинаковые? Мне кажется, разница меньше, да.
А у бонобо самки, они держатся друг за друга. То есть дело не в том, что они физически сильнее или слабее, а дело в том, что у них такая вот прям коалиция. У них прям женская солидарность. Они друг за друга стоят, действительно, не дают себя в обиду. А у шимпанзе это немножко не так. Считается, что это потому, что шимпанзе, они живут немножко по-другому, то есть у них самки ходят по лесу такими более разрозненными группками. И поэтому они как бы немножко сами по себе, каждый из них. А бонобо, они более сплоченными группами живут. Жизнь вне дома — нелегкий процесс, но есть и свои плюсы. Например, можно смотреть на ведущих спортсменов планеты. Можно сесть в машину и уже через 3 часа быть в горах и кататься на сноуборде. Можно заниматься хайкингом. Можно регулярно бывать на международных музыкальных фестивалях. И не только музыкальных. Можно, в конце концов, гораздо чаще видеть море. Но есть и то, чего за пределами России не найти. Например, в эмиграции нет доступа к платформам российских онлайн-кинотеатров, в которых по-прежнему появляются классные сериалы. Но есть решение — видеосервис «Картина ТВ». Здесь можно по единой подписке смотреть контент из 9 крупнейших онлайн-кинотеатров, включая «Старт», «Кинопоиск», «Винг», «Премьер» и «Иви». А еще огромная видеотека на украинском и армянском языках. Всего это более 85 тысяч фильмов и сериалов в отличном качестве и без рекламы. А еще в единую подписку входит более 200 каналов разных жанров и на разных языках. Смотреть «Картина ТВ» можно из любой точки мира на любом устройстве. Главное, чтобы был доступ в интернет. Переходим по ссылке в описании и оформляем подписку на «Картину ТВ». При покупке не забываем про вот этот промокод и выбираем один из 2 бонусов. Либо первый месяц просмотра всего за 1 евро, либо скидка на годовой абонемент. Вперед! Мы в университете Геттингена. Геттингена. Что это за место? Расскажи. Это такой большой, довольно старый университет, но не самый старый в Германии, где есть программы по зоологии, программы по медицине, по философии и много почему. Я к университету Геттингена вообще-то имею непрямое отношение, потому что я работаю и работала, и делала свою диссертацию в немецком приматологическом центре. Это другое. Это отдельный институт, да, но здесь, в Европе, чтобы защититься, чтобы получить степень, нужно прикрепиться к какому-нибудь университету. И, соответственно, этот немецкий приматологический центр, он вот как бы аффилирован с университетом, и мы все защищаемся через него. Ну то есть это разные организации, но связаны между собой. Да, они как бы сцеплены. Я когда ехал сюда, просто несколько фактов про университет освежил. Освежил, я не знал этого. Он появляется у Пушкина в «Евгении Онегине». Да, когда про Ленского речь говорится. Ленский здесь учился. Да. Персонаж, имеется в виду. Персонаж Ленский, да, говорится с душой прямо геттингенская. Это Да. про Ленского. Как я понимаю, в те времена университет в Геттингене считался центром либеральной мысли. Да-да-да. И вот все люди, которые были против старых порядков и за что-то новое, прогрессивное, они, в том числе всей этой заразы, набирались вот здесь. Да, и да. многие будущие декабристы тоже посещали лекции в Геттингене. Здесь учился Бисмарк. Причем учился плохо, он бухал, участвовал в мензурных дуэлях. Ай-яй-яй. Да, и, в общем, недолго здесь продержался. После этого он уехал, кажется, в Берлинский университет или куда-то еще. Сюда поступал Гейне, но тоже довольно быстро закончил, потому что в какой-то дуэли принял, то ли в дуэли, то ли ответил на оскорбление. Ну, в общем, у него случился какой-то рамс, и поэтому он ушел. Тут был Гаусс. И тут есть могила Гаусса. Между прочим, вот прям могила, в которой лежит сам Гаусс. Это вот распределение Гаусса. Вот такая вот штука, да? Нормальное распределение Гаусса. Это он его как бы описал. И тут его могила вот на старом кладбище в центре города. Там все устраивают пикники. На могиле? Прямо на могиле. Рядом с могилой. И норм. И норм. Здесь учился Шрёдер. Да Это, ладно? да, канцлер Германии, после которого нанял себе на работу Владимир Путин для того, чтобы показывать, в общем, завербовал себе. И OpenGamer еще здесь был какое-то время. Да. Опа, да все тут были. Я до поездки к тебе
ничего не знал про это место. И потом, когда ты погружаешься, тебе кажется, ну, университет, какой-то очень небольшой немецкий город, вдали от аэропортов, вот прям вдали. Ближайший аэропорт Ганновера, но Ганновер далеко не основная транспортная точка Германии. И столько умов вообще через... Да, и тут очень много нобелевских лауреатов, и мертвых, и живых, и они прям повсюду. 45, если я ничего не путаю, человек нобелевских лауреатов имеет отношение к университету Геттингема. Как обезьяны общаются друг с другом? С помощью вокальных сигналов. Они обмениваются разными свистами, Они издают разные звуки. И мы, конечно, точно никогда не можем сказать, что они значат, но явно они как-то коммуницируют. То есть, например, когда они идут по лесу, они пересвистываются. Типа «ау, ау», вот так вот они аукают. Довольно большой проект сейчас по изучению жестов шимпанзе. Что интересно, шимпанзе и гориллы, ну то есть человекообразные обезьяны, их можно научить жестовому языку. И были такие исследования, где их учили жестовому языку, и они могут друг с другом общаться жестами, и они выучивают пару тысяч слов, и это на самом деле невероятно круто, потому что если начинать сначала, в какой-то момент возникла у ученых идея, что вот шимпанзе, они так похожи на человека, они такие умные, у них так много общего с нами, наверняка их можно научить говорить. Вот чтобы они прям разговаривали человеческим языком. Их стали учить говорить, и сначала этот проект потерпел просто полный провал, потому что 2 года с ними бились, и они научились говорить только что-то типа «кап». Ну, то есть какое-то одно простое слово. А речь про какие времена? 60-е, 80-е? Да, примерно. Потом кто-то догадался, что они, скорее всего, не могут говорить не потому, что они не соображают, а потому, что у них гортань устроена не так, как у человека. То есть они просто морфологически не могут произносить как бы звуки с такой же легкостью, как мы. И тогда их начали учить жестовому языку глухих, американскому языку глухих. И тогда выяснилось, что они очень быстро учатся, они очень охотно учатся. И они не просто могут говорить какие-то простые фразы, простые предложения, но они, выучив какое-то количество знаков, они могут их применять, например, в переносном смысле. То есть, скажем, была такая шимпанзе Ошо, одна из самых знаменитых, про нее есть книжка, но она прям звезда тоже. Она называла тех, кто ей не нравился, грязный плохой туалет. И, это же невероятно, что животное может использовать слова в таком вот образном переносном смысле. Грязный плохой туалет. Да, так она ругалась. Они могут шутить, они выражали грусть, радость, они... тоже та же самая Ошо, она называла то, что ей нравилось, словом «лебедь», потому что она любила лебедей. У нее там рядом жил лебедь на пруду. Он ей визуально нравился? Да. Ей казалось это красивым. И в целом они достигли того уровня владения речью, который есть у 2-летних детей. Вот. И все этому, конечно, поразились, потому что, 2-летний человек — это человек. И тогда все подумали, что, наверное, как-то очень нехорошо держать шимпанзе в клетке на 2 метра и проводить на них медицинские исследования. Потому что это же практически человек. Вот он шутит, ругается. Те шимпанзе, которых учили языку жестов, что было дальше? Они стали учить своих детей, то есть они передавали эту культурную традицию дальше. И это очень круто тоже, потому что долгое время считалось, что только у человека есть передача культурных каких-то традиций. То есть передача умений другому поколению или друг другу. И у шимпанзе это тоже было. И что самое крутое, когда шимпанзе, тех, которые говорили на языке жестов, их спрашивали, им показывали картинки людей и шимпанзе. И их спрашивали, вы кем себя считаете? К кому вы себя относите? К людям или к шимпанзе? Они себя относили к людям. Ой. Но потом это все равно заглохло. Как заглохло? До сих пор есть шимпанзе, которые говорят на языке жестов, которые живут там в разных научных институтах. То есть это не то, что все заглохло, это продолжает как-то изучаться. И человек, который знает язык
Английский язык глухих, Да, он может прийти и на каком-то базовом уровне что-то переброситься пару фраз. Да, но даже не на особо базовом. Ну вот там 2-3-летний ребенок, Нет, ну это не такой уж и базовый это уровень. человек. Это именно человек. Это, ну то есть животное, которое может шутить и ругаться, это очень крутое животное. Ты ездила в экспедицию в Перу. В общей сложности провела там 14 месяцев. Больше. Я, когда делала PhD, я провела там 2 сезона по 7 месяцев, да. Но потом я каждый год продолжала туда ездить. Уже не так надолго, я приезжала месяца на 3, на 2 по-разному, в зависимости от того, что я там делала. То есть в общей сложности я там провела, не знаю, больше 2 лет, наверное. Это деревушка или поселение? Нет, это ничего. Это лес. А станция находится просто в лесу, в амазонской сельве, так называемой. В амазонском лесу тропическом, и она находится просто посреди леса. И ближайшее поселение, которое там есть, это деревушка, которая сейчас состоит из 4 семей, из 4 больших домов. Она от нашей станции через речку. Там есть такая маленькая речка, и вот есть эта деревушка. А сама станция, она в глубине леса, и чтобы добраться до нее от ближайшего города большого, где есть мобильная связь, где есть интернет, вот это все, нужно сначала плыть целый день на коллективо, так называемом. Это такая лодка-маршрутка, это такая большая деревянная конструкция, такая 3-этажная лодка, где сверху перевозятся люди, а снизу перевозятся, например, свиньи или курицы, или бананы. То, что будут есть ближайшие до следующей лодки. Да, то есть туда-сюда, из города в город как бы перевозятся разные животные и плоды, и разные убитые пекари, которых убили в лесу. В общем, много чего там можно встретить. Очень медленно эта лодка плывет, тарахтит. И некоторые деревушки ты даже не видишь. То есть просто лодка пристает у берега и выходит из леса. Вот прямо из леса выходят такие босоногие коричневые люди, местные жители, у которых деревушка, какое-нибудь маленькое поселение в глубине леса. И происходит некоторый обмен курицами, углем или кока-колой, и потом лодка плывет дальше. И так она плывет, доплывает до последней деревушки на большой реке, относительно большой реке. Там мы высаживаемся вечером и ночуем. И ночуем мы в доме у друзей, то есть у местных жителей, у которых огромная семья. Мы там спим в гамаках, спим до утра, а утром мы пересаживаемся на маленькие моторные лодочки, пеки-пеки так называемые. Это, знаешь, в Азии, вот, мне кажется, все знают, такая палка, и на ней на конце такой моторчик маленький, вот, такой пропеллер. Вот, эта лодка, она очень медленно едет, плывет по реке. И вот несколько часов мы плывем и приплываем на нашу станцию. И вот наша станция, она просто посреди ничего. Там нет мобильного интернета? Нет. Там нет мобильной связи? Нет. Единственная связь — это спутниковый телефон. Да. На случай, как ты писала, аппендицита или перелома обеих ног и рук. Да. Или укуса змеи. И вы так живете 3 недели на станции, и на неделю вы возвращаетесь в город, чтобы там отоспаться, отмыться и сообщить родным, что вы живы. Что мы еще живы, да. Чтобы имейлы проверить и поспать на чистых простынях, а не в палатке, как мы обычно там спим. А там есть электричество? У нас есть солнечные панели, да, там есть электричество, мы заряжаем ноутбуки, там фотоаппараты, какие-то микрофоны, технику рабочую, GPS-ы. А как 3 недели прожить без интернета? Великолепно. Просто шикарно. Ну, для меня это... Меня ломает даже представлять. То есть я прям чувствую... Для меня это всегда была самая лучшая вещь про биостанцию. То, что это такой ретрит. Мне кажется, люди за это вообще платят огромные деньги. Они отправляются куда-то к черту на рога, и там они сидят, знаешь, без интернета, без связи и как-то очищают свой разум. А для нас это все часть работы, и это все еще совмещается с тем, что мы встаем в 4:30 утра, как правило. Да, мы спешим к обезьянам, чтобы их встретить у спального дерева, пока они не ускакали куда-то. Ну вот, и мы их там встречаем вот в темноте до рассвета, и потом мы до самого вечера с ними ходим по лесу.
И мы за ними наблюдаем. И поскольку эти обезьяны очень ленивые, то они могут там 3 часа, например, ничего не делать, просто чилить. И мы тоже сидим и чилим в лесу без телефона, как бы без Инстаграма, да? Вот. И делать абсолютно нечего, и ты просто чилишь, и твой разум великолепно очищается. И это, правда, очень круто, потому что это такая рутина, очень монотонная работа, но при этом вокруг тебя великолепный лес. И вот ты просто сидишь, и ты вот болтаешь со своими ассистентами. А болтать можно? То есть это не... Конечно, можно, да. Ты, как бы, если знаешь испанский, то ты болтаешь со своими ассистентами бесконечно долго и обсуждаешь все. И ты просто тупишь, и ты думаешь, и ты можешь почитать книжку, но, как правило, у тебя нет своей книжки. Ну вот просто ты как бы втыкаешь в лес. А там лес — это мечта любого биолога, потому что там великолепное биоразнообразие, там куча птиц, там столько всего интересного. И вот, а в 6 часов темнеет. Вот мы возвращаемся домой, там в 4, в 5. Мы едим, мы моемся в ручье. У нас даже душа нет. Мы просто моемся такие в ручье из ковшика. Там рыбки плавают такие золотистые. Вот мы с этими рыбками моемся в ручье. Мы съедаем наш скромный ужин, и после этого мы, опять-таки, мы не идем в Инстаграм или в Ютуб. Мы сидим на скамеечке, курим, пьем ром или не пьем, и просто разговариваем. Потом мы ложимся спать, потому что в 6 темнеет, и нам в 4 утра вставать. То есть это такая очень простая, очень базовая, очень спокойная жизнь, такая как бы монотонная. И она мне очень дорога. Пьют или едят ли что-нибудь обезьяны для кайфа? Ну, например, запихали за щеку себе какой-нибудь листик, от которого идут галюны, и кайфуют. Вот, например, мои коллеги из Института приматологии, которые работали на Мадагаскаре, изучали там лемуров, увидели, что лемуры часто хватают кивсяка. Кивсяк — это такая многоножка. Это такое животное, оно похоже на шланг от пылесоса, и там очень много ножек. Миллипид называется по-английски. И они выделяют, у них железистые такие выделения. Лемуры хватают этого кивсяка, слегка его надкусывают, натираются его соком, и вот если в Ютубе поискать, лемур миллипид набрать, то там видны эти лемуры, которые, они прям обдолбанные, они прям трепуют. И это настолько ни с чем невозможно спутать, это точно вот именно они в трипе. Уточним, что лемур — это примат все-таки. Лемур — это примат, да. То есть его обезьяной называть некорректно, да. Но это примат. И есть научное объяснение тому, зачем они это делают. То есть, видимо, они это делают не только, чтобы получить кайф, а они это делают для того, чтобы свою шкурку намазать веществом, которое отпугивает паразитов. Но, видимо, у них побочный эффект такой, что они находятся в трипе. Может быть, не побочный. А может быть, не побочный, а первичный. А вторая история? А вторая — это история про моих прыгунов. Я пару лет назад поймала своих прыгунов, потому что до этого мы просто ходили за ними и наблюдали, и не трогали их. А потом я решила повесить на своих прыгунов ошейники, радиоошейники. Это, значит, такой ошейник, в котором радиотрансмиттер, который испускает сигнал. И у меня есть антенна и ресивер, с помощью которого я могу эту обезьяну найти в лесу. То есть без ошейника я не зная, где обезьяна, я должна ее очень долго ходить по лесу и искать. И мы часто, чтобы найти нашу группу, которую мы изучаем, мы часто ходили день или два по лесу в поисках обезьян. То есть иногда их найти сложно. А если есть ошейник, то я с помощью этой антенны я вижу, где находится группа, где находится обезьяна. Но чтобы повесить на обезьяну ошейник, нужно обезьяну поймать. В один из своих полевых сезонов я наняла специального человека, аргентинца, который 20 или 30 лет своей жизни занимается тем, что он ловит обезьян. Он прям профессиональный ловец обезьян, и он работает на американских ученых. И он привез с собой трубку и дротики. То есть то, что индейцы традиционно используют для охоты. В эти дротики мы загрузили кетамин, и мы стреляли обезьян вот этими дротиками с кетамином. И это выглядит так, что вот сидит обезьяна на дереве, и когда она не очень высоко, этот человек ей в задницу стреляет дротиком с кетамином, и обезьяна через какое-то время начинает засыпать и падает. Мы ее ловим такой сеткой, растягиваем сетку, да, чтобы она не повредилась.
Вот. И она после этого некоторое время, она находится, тоже вот у нее такой вид, вот она находится в кетаминовом трипе. То есть у нее глаза как бы не совсем закрываются, она, в общем-то, что-то видит, но поскольку это наркотик, он же диссоциативный, то она, судя по всему, не связывает как бы образы, которые она видит, друг с другом. Но она явно что-то видит. И она вот сидит такая. Вот она. А почему не просто снотворное? Ну, потому что кетамин — это точно безопасно, потому что он был испытан на других обезьянах, уже много лет его используют, чтобы обезьян ловить. И, ну, как бы это безопасность в основном. Просто это как бы испытанное средство, которое не приносит им вреда. И вот пока они находились в этом трипе, мы надевали им ошейник, брали у них всякие образцы, там измерения всякие проводили. И потом обезьянку сажали, и она приходила в себя и убегала к своей семье. А на кампусе ты нам рассказала, что ты не трогаешь обезьян. Я их не трогаю для, скажем так, для удовольствия. Для тискания. Ну, то есть, да, я их трогаю только по делу. В том смысле, что вот мы их поймали в перчатках, в масках. Голыми руками мы их не трогали никогда. Хотя очень хотелось. Я сколько лет ими занимаюсь, мне всегда очень хотелось узнать, они мягкие, они пушистые или нет. Это же вот непонятно. Я в итоге знаю, потому что мы в перчатках отрезали у них шерсть, как бы мы выстригали у них на хвосте такие метки, такие колечки, как бы выбривали, чтобы издалека было видно вот это обезьяна Маша или обезьяна Петя. И вот эту шерсть мы потом могли потрогать руками. Уже после того, как она отделилась. Да. А так ты как вот собаку никогда не гладила? Я ни разу не гладила, да. Вот это типа этика? Это этика, да. Я не нарушала это правило. Ты рассказывала, что в какой-то момент там приходилось есть грызунов, потому что еда туда завозится на какой-то период, а если вдруг вы не рассчитали на эти 3 недели, то приходится есть, что дают. Ну, приходится, да. Ну, как приходится. Не то, что нас кто-то заставлял есть грызунов, но мы привозим с собой иногда какое-то мясо, и поскольку там нет холодильника, то оно, конечно, кончается. Ну, прямо оно сразу кончается. Вот мы его съедаем, раз, и все. И мы с собой привозим фрукты, овощи и разные консервные банки, и рис, и бобы. Обычно через неделю остается рис и бобы из всего этого, и макароны. Вот. И когда хочется какого-то белка или чего-то вкусного, то приходится есть грызунов. А что за грызуны? Паки? Паки, например, да. Пиши, что или это? агути. Это крыса? Ну, это как бы грызун, то есть это родственник крысы. Это такое животное, вот где-то, наверное, такое. И оно похоже на, наверное, такую морскую свинку. Оно такое вытянутое в пятнышках. Вот. Есть еще агути, акучи, разные другие грызуны. И местные это наши ассистенты. То есть на нас там работают жители местных, как сказать, окрестностей. И это, по сути, просто местные такие полуиндейцы, они все такие смешанные, и они охотятся, поскольку они всю жизнь живут в лесу. Они очень хорошо охотятся, и это, в общем, и делает их такими хорошими ассистентами, потому что у них прям хороший глаз, они все видят, они знают лес. И они охотятся на грызунов, в общем, более-менее на все. Если бы нас там не было, они бы охотились с большим удовольствием на обезьян тоже. Но поскольку мы для них источник денег, то они обезьян не трогают. А так вообще местные они едят все. Есть у них такие привычки. Но они не трогают их, пока вы есть. Да. А потом? Как только мы отворачиваемся, они съедают пару обезьян. Ну, это же только доля шутки. Да, в этом только доля шутки, но поскольку вот есть такая история, на самом деле, которой мы, не гордимся, но мы прям радуемся, когда об этом думаем. Вот станция наша существует с 80-х годов, и когда немецкий центр, где я работаю, только начал там исследования, то там совершенно не было капуцинов, это такие большие обезьяны. Вот в приматах Карибского моря капуцин, вот такая обезьянка. В пиратах Карибского моря. Что я сказала? В приматах. В пиратах. В пиратах. Вот. Там, значит, обезьянка. Это вот капуцин. Это такие прям шимпанзе и Южной Америки. То есть капуцины — это самые умные, самые классные обезьяны в Южной Америке.
Они, например, единственные используют орудие труда. Ну как труда? Орудие они используют. Они берут камни и этими камнями колют орехи. И это же очень круто, потому что очень долго считалось, что вообще только человек умеет использовать какие-то орудия, чтобы чего-то там расколоть или сделать. Вот. Потом выяснилось, что шимпанзе тоже это делают. А потом выяснилось, что и капуцины тоже это делают. И вот, я к чему это? К тому, что, короче, там не было капуцинов вот этих классных, не было еще других разных больших обезьян. А буквально несколько лет назад мы снова стали их видеть, они стали прям возвращаться на эту местность. Мы считаем, что это потому, что на нас работают местные, для которых мы источник дохода, и они перестали охотиться на обезьян. То есть мы как бы защищаем И популяция вернулась. обезьян. Да, они потихоньку возвращаются. То есть прям с каждым годом мы все больше видим этих капуцинов. Ела ли ты когда-нибудь обезьяну? Нет, не ела и не стала бы. Ну, потому что это наши родственники, они очень умные. Мне бы не хотелось их есть. При этом ты ешь мясо? Да, я ем мясо, особенно в поле, потому что в поле как-то выбирать не приходится, но я бы не стала есть обезьяну. И даже мой ассистент, один из моих ассистентов, он сказал, что он вообще-то всю жизнь ел обезьян, и совершенно его это не смущало. Но потом, когда он стал с нами работать и узнал об обезьянах побольше, как-то раз ему принесли, значит, на обед капуцина, по-моему, как раз. И когда он без кожи, ну, в смысле, с него сняли кожу, он сказал, что он так похож на ребенка, что он после этого не смог есть обезьяну никогда. Вау. Расскажи в целом про учебу в Германии, про научную деятельность в Германии. Какие у нее особенности, как это выглядит? Я здесь не училась. Я здесь только делала диссертацию, и в Германии это не учеба. То есть в России еще сохраняется видимость того, что аспирантура — это как бы учеба, потому что люди там сдают экзамены, да, кандидатский минимум, они ходят на какие-то лекции, кажется. А здесь PhD — это просто работа. То есть ты получаешь зарплату, и ты делаешь свое исследование, но потом через 3-4 года ты это исследование защищаешь, то есть ты защищаешь свою диссертацию, и вот в этом как бы заключается суть аспирантуры. То, Да. что ты защищаешься, ты получаешь степень. Вот у меня степень от Геттингенского университета. Но при этом 3,5 года, которые я делала диссертацию, я, по сути, просто работала. Это как бы работа с зарплатой, с контрактом. Работал где? В немецком приматологическом центре. Ага. Как кто? Как научный сотрудник? Как научный сотрудник, да. То есть у тебя контракт, который, в котором ты называешься, наверное, PhD-студент все-таки. Но суть в том, что если ты не хочешь защищаться, ты можешь как бы не защищаться. Ты можешь просто 3 года работать, исследовать то, что тебе интересно, получать свои деньги, и потом просто не защититься, не получать степень. Вот, ну, как бы суть в том, что так никто, наверное, не делает, но, честно говоря, делать PhD — это вообще очень прикольно, потому что ты получаешь довольно неплохую зарплату. По крайней мере, по российским меркам это прям классная зарплата. А какая? Примерно 1600-800 евро. Ага. Это нормально. Так. Особенно если ты молод и не имеешь много детей. И ты при этом занимаешься прикольной наукой, ты просто делаешь то, что тебе интересно. То есть в моем случае я половину из этих 3,5 лет я провела в Перу, в джунглях. И мне за это платили, и я просто ходила по лесу и смотрела за животными, и получала за это деньги. И я изучала какие-то вопросы, которые мне казались интересными, классными. И потом вот как бы я вернулась сюда, я обрабатывала свои данные, я работала в лаборатории. И это все вот в такой вот обстановке, которая, мне кажется, с времен Ленского не очень изменилась, потому что это такая как бы свободная, очень такая задорная академическая жизнь, действительно свободная. То есть ты как бы делаешь, что хочешь, ты изучаешь то, что тебе вот самому интересно вдруг стало почему-то. И тут очень-очень-очень приятная обстановка. Тут все такое студенческое, тут много вечеринок, тут все говорят по-английски, тут очень много людей из разных стран.
и тут просто весело и как-то свободно можно жить. Кто-то посмотрит и скажет, да просто ты описываешь вот такого цитадель бездельников, которые... Ну, может быть. Ну, то есть это, мне кажется, вообще вопрос к фундаментальной науке, да, то есть люди просто изучают то, что им интересно, почему-то показалось. Вот мне почему-то показалось интересным поехать в Амазонию и там смотреть за обезьянами. И кто-то может сказать, что а какую пользу это вообще приносит обществу? Вот лучше бы я, скажем, пекла булки, да, это бы принесло гораздо больше пользы обществу, а я вот просто своему любопытству как-то потакаю, еще деньги за это получаю. Как ты относишься к тезису? И, по-моему, я видел это в том числе в комментариях к какому-то из твоих выступлений в Ютубе. Ученые — это люди, которые удовлетворяют собственное любопытство за государственный счет. Да, абсолютно. Но мне кажется, у этого тезиса должно быть продолжение, что никогда не знаешь, что именно принесет пользу государству, что именно как бы окупится и вернется в качестве каких-то полезных знаний, например, лекарства от малярии. Ну, классический пример лекарства от чего-нибудь, которые открывают как бы случайно. Как тебя заинтересовали обезьяны? Мне кажется, я прочитала книжку «Горилла в тумане», которую написала Фосси, которая изучала горилл. Кажется, это было так. Или, может быть, я прочитала книжку Джейн Гудал. Джейн Гудал — это такая, для нас, приматологов, это такая суперзвезда. Это одна из первых женщин-приматологов и одна из первых приматологов вообще, которая поехала изучать шимпанзе, когда про них было совершенно ничего не известно. В 60-х, 70-х годах она поехала в Танзанию, и там она открыла, как живут шимпанзе, и, например, она выяснила, что вот они используют орудия для того, чтобы добывать себе еду, а до этого считала, что только человек это делает. И это было прям вау, это было мега открытие, потому что выяснилось, что человек не так уж уникален. И она выяснила, что у шимпанзе есть дружба, что у них есть убийство. Ну, то есть, что шимпанзе устроено очень сложно, что они во многом очень похожи на людей. Живут нашей жизнью. Практически, да. И в плохом, и в хорошем смысле. То есть сначала показалось, что шимпанзе — это такая лучшая версия человека, и Джейн Гудал сама так считала и говорила, а потом выяснилось, что у них происходит периодически всякая жесть, когда они убивают друг друга, раздирают на куски, они ведут территориальные войны практически. И стало понятно, что шимпанзе, они похожи на нас не только в хорошем смысле, но и в плохом тоже. Куда мы пришли? Мы пришли в немецкий приматологический центр, где изучают приматов в неволе и вот в, как это сказать, дикой природе. И где я работаю уже с 2015 года, с перерывами. Нам нельзя пройти в то место, где их прям много-много? Да, тут есть вольеры, вон там, где их много-много. Там есть и павианы, и лемуры, и макаки, и чего там только нет. Там прям много приматов, и на них делают биомедицинские разные исследования, инфекции изучают, ковид там в том числе. И туда нельзя даже мне, хотя я работаю вообще-то здесь, то есть мне туда можно только с экскурсией, как такому внешнему человеку, потому что я могу начихать на них и заразить их чем-нибудь. Потому что приматы болеют многими болезнями, которыми мы тоже болеем, вот, поэтому их прям охраняют, то есть нельзя туда просто так прийти. Единственное место, куда можно, это кафетерий, поэтому кофемашина иногда будет звучать. И где стоят вот эти... Мармозетки. Сразу, что он нам показывает? Ощущение, что нам это вот такое, он показывает силу. Я самец. Да, он демонстрирует нам свои гениталии, да, которые у него очень большие. Давай про них расскажем. Смотри, вот как только мы пришли выстраивать камеру, они просто как дети прибежали. Да. И ты сказал, что они очень-очень игривые. Они же игрунки. Это прям название? Да, это прям название. Это такое семейство южноамериканских обезьян, называется игрунки. И вот мармозетки к ним относятся. К ним относятся игрунки разные, мармозетки, тамарины, много разных видов. Они вот все такие маленькие. И они, наверное, как все приматы, они любопытные. И мне кажется, что это вообще, в принципе, признак умного животного, что оно такое игривое и любопытное. Червяк не играет, да? Ну, то есть, как бы, вот умные животные, вот они играют. Они, как бы, им интересно все.
Эти мармозетки, они интересны тем, что у них очень необычная система спаривания. Они живут, значит, такими расширенными семьями. Вот у них в семье есть несколько взрослых самцов, несколько взрослых самок, и они все как бы родственники, но при этом у них спаривается только одна самка, обычно с одним самцом. Иногда очень редко бывает 2 самки и 2 самца, но в целом, как правило, это одна самка и один самец, точнее, одна самка и несколько самцов с ней спариваются. Образуется, как правило, 2 плода, и часто они образуются от разных отцов. Близнецы, по сути. Да, близнецы от разных отцов. Но это не самое крутое. Самое крутое то, что у них через плаценту идет обмен клетками. Эти детеныши получаются химерными. То есть, например, там брат и сестра, у брата есть ДНК от сестры и наоборот. Вот, то есть они прям настоящие химеры. То есть совершенно не обязательно было их делать трансгенными, потому что они и так как бы трансгенные, по сути. Вот, у них есть чужие гены. И это очень круто. Слушай, а смотри, если 2 плода, то отцы у них разные, получается? У них может быть один отец, может быть разный. И вот когда они разные, они обмениваются ДНК, и тогда они становятся как бы трансгенными, вот химерными, прям по-настоящему. Я думал, что это преувеличение, но когда я смотрел твои фотографии и твою работу в Амазонии про прыгунов, они, когда сидят на ветках, у них действительно хвосты переплетаются. Да, да. А это только у этого или это общеприматная история? Нет, это совершенно не общая приматная история. Это именно у прыгунов. И есть еще такие тоже южноамериканские обезьяны, называются ночные обезьяны. Или совиные обезьяны, аотусы. Совоподобные. Но они похожи на сов такие. Ну, у них глаза такие, да. Потому что они ночные. Они тоже иногда это делают. Но в основном это вот прыгунья такая история. И они это делают, когда они поют вместе. У них есть такие дуэты. Самка и самец поют вместе. И вот они садятся рядом, переплетаются вот так хвостами и поют дуэтом. И если в семье есть кто-то еще, детеныши, маленькие или большие, то они тоже приходят, садятся рядом и тоже как бы свои хвостики. И получается такая прям косичка из хвостов. И это всегда ужасно мило. И вот они так сидят, поют или просто сидят, обнимаются. И когда они спать ложатся, мы иногда видим, вот они залезают в свое спальное дерево, прижимаются друг к другу и тоже вот так вот хвостиком и все переплетаются. Ну, они так нежность проявляют? Или... Да, ну то есть в этом как бы адаптивного смысла какого-то, видимо, нет. То есть это просто у них такой способ обняться, потому что лапки маленькие. Правда ли, что обезьяны ведут территориальные войны? Да, правда. Обезьяны это делают по-разному. Не все ведут прям войны, но если говорить о шимпанзе, они ведут очень жестокие войны, и они патрулируют свои границы. То есть они живут такими большими группами, у них есть своя территория у каждой этой большой группы. Самцы в основном, они патрулируют границы, и они это делают причем очень тихо, и они устраивают засады. И если им попадается кто-то из соседней группы, особенно самец, то они, как правило, его убивают, недолго думая. И они прям целенаправленно идут и устраивают засаду и убивают самца из соседней группы. И они это делают часто очень жестоко. Нет сомнений в том, что убийство — это их цель. То есть они идут туда, чтобы убить своего соседа. Вот. То есть это прям такое вот максимально жесткое территориальное поведение. А они на его территорию идут? Или если сосед приходит на ее, они ее убивают? Они как бы на границе. Так. Вот. Ну, то есть у них же нет там колючей проволоки, то есть есть какая-то у них полоска, которая вот как бы непонятно чья, наверное. И если кто-то из соседней группы там оказывается, то на него нападают и его убивают. Но так делают не все приматы. То есть, например, бонобо, которые другие ближайшие родственники человека. Вот есть шимпанзе, а есть бонобо. И мы к ним одинаково близки. Бонобо так не делают. Бонобо, наоборот, они отличаются совершенно мирным и таким приятным нравом. И они, если встречают соседей, они иногда занимаются с ними сексом. Вот. А шимпанзе всех убивают. Вот так, они по-разному живут. А территориальные войны — это когда только защищают свою или когда захватывают чужие тоже? Они могут захватывать тоже.
То есть, мне кажется, у Джейн Гудал была такая история про то, как одно сообщество шимпанзе, ну, то есть вот одна группа шимпанзе, она практически истребила другое сообщество и захватила их землю. Вот, это прям войны такие, ну, в каком-то человеческом смысле. Когда консерваторы говорят, что в очередной раз ругают ЛГБТ, некоторые из них произносят аргумент, что в природе же такого нет. Мне кажется, это такой классный аргумент, чтобы вообще все оправдать. Ну, в смысле, что в природе же самцы не заботятся о детенышах, и в природе нет гомосексуализма. Ну, конечно, это есть. Это есть, и не только у приматов, это есть там у гусей, у копытных, это много где есть. Это всегда, скорее, исключение, но это есть. Далеко не только у людей. Ну, то есть вопрос, что считать естественным. Если мы считаем естественным только то, что встречается большей части популяции, ну, наверное, можно сказать, что это неестественно, но как бы есть процент всегда животных каких-то, ну не всегда, но часто, которые образуют однополые пары. Есть ли у приматов аналоги государства? Можно сказать, что у шимпанзе есть такие княжества небольшие. Как в Германии когда-то были такие маленькие княжества. И в каждом княжестве свой король. Король — это альфа-самец. Да, да. А территория — это то, что они когда-то завоевали и патрулируют как погранцы. Да, они контролируют это и стремятся, всегда мечтают, посматривают как бы в сторону, хотят еще что-нибудь захватить. Потому что там побольше пищи. Да, потому что там растут всякие деревья плодовые, и если их захватить, то будет больше пищи. Те, чью территорию они захватят, они могут им присягнуть и стать частью государства? Могут, да. Бывает, что сливаются группы, и из двух небольших групп образуется одна большая группа. Как определяет альфа-самца? В Махаче или... Не только. Альфа-самец — это не обязательно самый сильный самец, а часто это самый хитрый самец. То есть есть вообще два типа, пожалуй, альфа-самцов, вот то, что я читала. Один тип — это такой були. Это тот, который просто всех тупо мочит и булит. И он не как бы такой плохой правитель, такой прям диктатор. То есть он завоевывает свое место силой, и он как бы не заботится о благополучии своих подданных. Просто он сильнее всех, он круче всех, и он держит всех в страхе. А есть такие альфа-самцы, которые пытаются поддерживать мир в своем государстве и которые правят не за счет страха, а за счет уважения. То есть они не мочат всех подряд, а они пытаются создавать коалиции, они пытаются опираться на поддержку своих друзей, и они правят так. Так, ты сейчас точно про шимпанзе рассказывал? Да, да. Окей. В целом выглядит как такой беглый взгляд на политическую карту мира. Да, нет, шимпанзе очень похожи в этом на людей. И они очень умно, они находят себе сторонников, они объединяются против своих врагов, они строят заговоры, они планируют убийства и так далее. Как ты относишься к фильму «Планета обезьян»? Это неплохой фильм. Он меня не очень впечатлил, но каких-то фактических ошибок я там тоже не заметила. Так что не могу раскритиковать. Реален ли такой сюжет? Обезьяны могут в какой-то момент настолько эволюционировать, что совершить революцию и, в общем, встать в конкуренцию с людьми. Может быть, когда-то в будущем. Ну, то есть эволюция продолжается, и мы не знаем, что может произойти. То есть мы не знаем, как эволюционирует шимпанзе в будущем. Может быть. Но более вероятно произойдет то, что у шимпанзе просто не останется лесов, в которых они могут жить, потому что эти леса сокращаются, их остается все меньше, и вряд ли они успеют эволюционировать настолько, чтобы что-то такое делать. Твоя версия, которую ты высказывала, 2050 год. Да, есть такие прогнозы. Ну, то есть, возможно, наши внуки уже не смогут увидеть шимпанзе. А как это? Просто леса настолько меньше станет? Или... Ну да, но просто лес вырубается, и его становится все меньше, и им просто негде жить, потому что шимпанзе не может жить в пустыне. Он хочет жить в лесу, и он умеет жить только в лесу. Вот. То же касается орангутана, например. Он может и хочет жить в лесу. И в тропическом. В тропическом, да. Он не может жить в еловом лесу на Аляске.
или в Сибири. Или в Москве И он не хотя бы. может жить на плантации этих пальм. Орангутан должен жить в лесу. Поэтому леса сокращаются, и приматам просто негде жить. Это прям проблема, да? То есть Это прям проблема, да. Ну, то есть это происходит, и лесов становится все меньше. Это действительно проблема. Это проблема в Перу, это проблема в Африке, это проблема везде. Потому что засаживают все плантациями, расширяются города, строятся дороги. И все это прокладывается через тропические леса. Это орангутан. Это орангутан. А какой-то обычный, нет? Самец. Нет, это очень необычный самец. Смотри, я просто такие лица не видел. Тут сразу же пошутили, что это вот как мое лицо, только наоборот. Вот если у меня вытянуто вот так, а тут просто вот такая вот камбала поперек получается. Да, да. Ну, то есть в мире орангутанов ты был бы лузером, ты был бы просто на нижней ступени иерархии, потому что это такой крутой самец, а у него щечки. И далеко не все самцы становятся вот такими крутыми щечками, они вот такими вырастают, когда они как бы взрослеют, как бы матереют и достигают какой-то силы в своем обществе, вот они становятся такими. И это очень крутые самцы, потому что с ними хотят спариваться все самки. Все их прям очень хотят. И самки к ним сами прибегают и сами с ними всячески заигрывают, чтобы с ними спариться. А они сидят такие вальяжные и, может быть, не сходят до того, чтобы с этими самками спариться, а может быть, нет. Вот. А есть другие самцы, которые не отрастили себе щечки. Ну, как я. Ну, примерно. И с ними никто не хочет. С ними вообще никто не хочет, да. Конец истории очень грустный, потому что эти самцы, настолько с ними никто не хочет спариваться, что они... И это единственный случай в мире приматов, ну, кроме человека, они насилуют самок. Блин. Вот, это очень печально. Так, все шутки прочь, да. У меня был тебе вопрос среди вот там десятков, которые я приготовил. Бывает ли среди приматов изнасилование? Вот бывает у орангутанов и у людей, и все. У шимпанзе, у них самцы могут дубасить самок палками какими-нибудь, ветками, чтобы их как бы запугать и заставить с собой спариваться. Но они никогда не, вот как бы не хватают и не удерживают силой. А вот эти, точнее не эти, а вот лузеры, самцы, они это делают прям. Ну, если говорить о естественном поведении, да, то как бы насилие — это вот неестественное поведение. А лузер-самец, он физически все равно сильнее самки? Да, он все равно гораздо больше, у них прям диморфизм половой очень большой. И самцы, даже вот эти маленькие, они все равно больше, чем самка, и гораздо сильнее. Слушай, ну природа такая жестокая вообще. Ну, и смотри, вопрос. Если все хотят спариваться с вот этим вот блинолицем, ну, если это считается эталоном красоты, то почему как бы только такие не рождаются со щечками? Так ведь маленькие эти самцы, они тоже спариваются с самками, ну, просто путем насилия. Ну, во-первых, они такими не рождаются, они такими становятся. Да, а это, смотри, вот то, что у него такие щеки, это как-то он социально их все наедает, или это просто генетическая лотерея? Это скорее социальная история. На самом деле, насколько я знаю, это до конца неизвестно даже. Вот почему некоторые самцы такими становятся, а некоторые нет. Это какая-то, скорее, социальная история, связанная со статусом. То есть это не предопределено исходно, станет он таким или нет. Вот кто-то становится, кто-то нет. Как-то это с иерархией связано скорее. Ты переводила книгу «Эволюция через насилие». «Эволюция через насилие». Эта книга называлась «Парадокс добродетели». Расскажи коротко, про что она. Это книга, которая, мне кажется, особенно в последние пару лет очень актуальна. Это книга про эволюцию насилия у человека. И если вкратце, она о том, почему так вышло, что человек, с одной стороны, очень мирный вид, а с другой стороны, он устраивает войны и прочие жуткие вещи. То есть, например, если посадить в один самолет 200 шимпанзе, то там начнется кровавая бойня, и они все друг друга перебьют. 200 незнакомых шимпанзе. А если посадить в самолет 200 незнакомых людей, то все будет хорошо. Но при этом люди устраивают войны, в которых они не просто убивают несколько своих соседей, а устраивают геноциды. И животные этого не делают. Не в таком масштабе, по крайней мере. Есть вообще два вида агрессии. То есть, когда мы говорим про агрессию, нужно понимать, что она бывает разная. И есть реактивная агрессия. И это такая как бы горячая аффективная агрессия, то есть то, что называется аффектом. Когда человек или животное разозлился и
разъярился и убил кого-то, не планируя это заранее. А есть агрессия проактивная, кажется, там это называется. Проактивная агрессия — это то, что планируется заранее. То есть это вот кто-то сидит и с холодной головой думает, что я завтра найду себе сообщников, и мы пойдем и устроим засаду и убьем вот кого-то. Идея книжки в том, что у человека реактивная агрессия, вот эта аффективная горячая агрессия, она менее выражена, чем у животных, а проактивная агрессия наоборот. То есть человек очень хорошо проактивно планирует свои акты агрессии, но при этом он эмоционально себя достаточно хорошо контролирует, чтобы не убивать в метро незнакомцев. А шимпанзе бы устроили кровавую баню? Да, шимпанзе и вообще, в целом животные ксенофобы. Они ненавидят незнакомцев, и если их не убивают, то не хотят с ними точно иметь ничего общего и, скорее всего, реагируют на них агрессивно, если они оказываются с ними в одной какой-то территории. Правильно ли считать, что самый агрессивный примат — это шимпанзе? Нет, мне кажется, это не очень корректный вопрос, потому что... А почему не человек? Шимпанзе... Не считая человека? Нет, тоже нет. Мне кажется, что шимпанзе просто известны, потому что, это родственник человека ближайший, про него снято столько там National Geographic и всего подряд, и все вот знают об этом ужасном поведении шимпанзе, когда они там детей пожирают, разрывают друг друга на куски, вот эта вся жесть, да? Другие приматы тоже иногда этим занимаются, просто они не такие как бы медийные личности, как шимпанзе. Про шимпанзе мы все знаем. Бывают там, павианы бывают, ведут себя тоже ужасно. Слушай, мне вопрос из танка. Я ничего не знал про то, что шимпанзе пожирают детей. Вот. Они редко это делают, я скажу в их оправдание. Цель какая? Цель, в общем, это называется инфантицид. Это такое явление печальное, которое есть в животном мире, не только у шимпанзе. Оно есть много у кого, у медведей, например. Оно заключается в том, что самец убивает детей от другого самца. То есть вот если он знает, что он с этой самкой не спаривался, то он убивает ее детей, которые, заведомо от другого отца. Вот я сейчас расскажу на примере, вот такой самый известный пример, на котором это открыли вообще в 70-х годах. Есть такие лангуры. Это такие обезьяны, которые живут в Индии. Вот на всяких фотках из индийских городов там вот такие обезьяны, такие долговязые слегка, которые большими группами живут. И они живут так, что у них гаремы, типа гаремы, да. У них вот один самец, и он контролирует большую группу из самок и с ними спаривается. И когда самец из другой группы приходит в эту группу и побеждает самца, вот из первой группы, и завладевает всем этим гаремом, то он часто убивает всех детенышей. И это полная жесть, которую увидел один приматолог в, наверное, 70-х. И он поехал на конференцию и стал об этом докладывать. И ему не поверили, потому что, настолько всем не хотелось верить в то, что вот это действительно происходит, причем не просто у, не знаю, там, волков, а у приматов, которые наши родственники. То есть людям не хотелось в это верить, и ему прям долго очень не верили, говорили: нет, ты все выдумал, это какая-то ерунда. А потом то же самое открыли у шимпанзе, то же самое открыли там у других животных. То есть это встречается. Это не то, чтобы встречается каждый день и у каждого вида, но это бывает, к сожалению. Шимпанзе тоже этим занимаются иногда. У нас в чате, когда мы обсуждали вчера, собственно, кто вверху пищевой цепочки находится, человек, как я понимаю. Раз человек может всех убить, то да. И прозвучал аргумент, но это благодаря тому, что у человека есть оружие. Так-то у человека, если раз на раз выйти, даже с шимпанзе шансов, скорее всего, нет. С шимпанзе точно нет. Вот, прям точно нет, да, потому что шимпанзе суперсильный. Он прям состоит из мышц. То есть он победит, да, человека, любого, без оружия. Правда ли, что у обезьян есть что-то похожее на похороны? Вроде как, да. Что-то похожее на похороны, на какие-то ритуалы похоронные видели у шимпанзе. Вообще все, что касается всяких вот таких традиций, ритуалов, это все, как правило, речь о шимпанзе, потому что шимпанзе, они
ну, прям очень похожи на людей, и у них есть вот много таких штук. Про похороны, вообще про отношение к погибшим, к каким-то сородичам, есть много всяких статей, и есть много странных, каких-то, ну, не очень объяснимых свидетельств того, как приматы ведут себя как-то странно вокруг трупа какого-нибудь. Например? Ну, например, они собираются вокруг него каким-то кругом и сидят, и смотрят на него. Или они его таскают за собой очень-очень долго, пока он не начинает совершенно уже, пока он не сгнивает совсем. Ну, то есть это какое-то поведение, которое, казалось бы, совершенно ненужное какое-то, неадаптивное. При этом понять, зачем они это делают, тоже сложно. Ухаживают ли обезьяны за больными и старыми? Шимпанзе точно ухаживают. И есть много из зоопарков особенно, ну, где за ними просто проще наблюдать. Есть много свидетельств того, как они это делают, да, как они приносят еду тем, кто не может сам дойти до еды, как они приносят воду, как они помогают строить гнездо тем, кто не может сам построить гнездо. Гнездо шимпанзе строят такие спальные гнезда, чтобы в них спать. Ага. А как это выглядит? Это выглядит как куча чего-нибудь уютного. Я точно шимпанзе тогда. Ты спишь в гнезде. Нет, ну кучу чего-нибудь, это вот я люблю организовать, да. Да, но в природе они вот на деревьях все строят гнезда из каких-то веток и палок и листьев. И в природе тоже они могут ждать того, кто болен или ранен и не может быстро идти. Они же проходят в день очень много километров, потому что они ходят по лесу, ищут себе пищу. И они ждут тех, кто болен. О. А могут не ждать, но они могут это делать, да. Может ли обезьяна быть предана человеку так же, как собака? Если она вырастет с человеком с маленького возраста, то, наверное, в каком-то смысле да, но обезьяна никогда не будет одомашненной, потому что одомашненное животное — это не просто животное, которое, вот, конкретное животное жило рядом с человеком, да? Это животное, которое эволюционировало много тысяч лет, и оно отбиралось по признаку того, что оно дружелюбно к человеку. А собаку же одомашнили как-то? Конечно. Она же не Собака — такой в природе это появилась. первое одомашненное животное или одно из первых. То есть она была одомашнена давнее всего. И собака прошла отбор на то, чтобы не испытывать агрессии и страха к человеку. И у нее именно геном изменен таким образом, что она любит человека и хочет с ним рядом быть. А ни у какого дикого животного этого не было. То есть он не проходил отбор, искусственный отбор на любовь к человеку. И это не прививается? Нет, потому что у домашнего животного у него иначе устроена у него иначе устроен мозг, у него иначе устроена гормональная система, ну, в целом у него иначе устроен геном, не так, как у дикого животного. То есть дикое животное, оно боится человека, а домашнее, оно не боится, потому что его именно отбирали. Как бы отбор — это значит, что размножали только тех животных, которые не кусали человека, грубо говоря. Это так происходило? Это происходит так в целом. И есть такой ученый Дмитрий Беляев, был такой ученый Дмитрий Беляев, советский, очень крутой, который решил одомашнить чернобурых лисиц в реальном времени. То есть он решил провести такой эксперимент по одомашниванию. И он взял чернобурых лисиц, которых разводили на мех в советское время, и он понабрал их с разных ферм звероводческих, пушных ферм, и стал размножать только тех, которые проявляли меньше агрессии к человеку. Вообще любое дикое животное, оно вот если его схватить и посадить в клетку, оно придет в полный ужас. Оно будет стараться убежать и укусить, и будет в диком стрессе. И он взял этих лисиц, и сначала он делал что? Он просто совал руку в какой-то перчатке им в клетку. И большинство лисиц бросались на эту руку и начали ее кусать. Но были какие-то лисицы, которые кусали не так активно. И были не в таком ужасе, как другие. Он брал этих лисиц и скрещивал их между собой.
Вот, и так он делал на протяжении какого-то количества поколений, и он через 30 поколений, на самом деле уже через 10 поколений у него появились лисицы, которые совершенно не боялись человека, и потом через еще какое-то количество лет, и это как бы очень маленькие отрезки времени, там 30-40 лет, у него были лисицы, которые уже вели себя как собачки. То есть они одомашнились. И в конце концов даже зарегистрировали это как бы вот какое-то домашнее животное, и можно эту лисицу купить. Это действительно домашнее животное, которое любит человека и не боится его. Но это был отбор искусственный по признаку дружелюбия к человеку. А ученый этим всю жизнь занимался, получается? Да, он занимался этим всю жизнь, реально всю жизнь, и потом его дело еще продолжила его сотрудница, и она до сих пор этим занимается. В Новосибирске это все происходило и до сих пор происходит. Вау. Вот, это прям довольно известная, на самом деле, история. Ну, то есть это вот такие скромные ученые, которые живут в Новосибирске, но это вообще супер эксперимент, совершенно гениальный, потому что никто не ожидал, что так быстро можно одомашнить животное, отбирая, вот как бы селектируя их только по признаку дружелюбия к человеку. Поэтому, ну, это действительно другой вид животного. Поэтому, да, домашнее животное — это совершенно не то, что дикое. 2 видео хочу тебе показать. Обезьяны реагируют на протез. Ты видела? Нет. Сейчас покажу. Какой-то зоопарк. Кто это? Шимпанзе. Да. Ой, бедный, он напугался. Да, видишь, чувак с протезом, у него такая эффектная нога, и они зовут всех остальных. Посмотреть. Посмотреть, да? Же. А почему он прыгает? Мне кажется, ну, они, наверное, как-то смутились, и это какое-то такое возбуждение, что что-то новое, необычное. Ну, то есть это любопытство или это агрессия? Сложно сказать. Я не знаю, мне кажется, скорее любопытство и какое-то такое возбуждение. И 2 видео, ты наверняка его видела, потому что, мне кажется, сколько лет интернету, столько этому видео. Обезьяны и Калашников. Я вообще стараюсь не смотреть видео такое вот, где обезьяны взаимодействуют с какими-то людьми. Тебе не нравится? Ну, просто вот это, я не могу не спросить. Да, и вот это, нет, здесь как бы понятно, почему может раздражать, потому что это выглядит как там смесь насмешки. Мне кажется, я видела это, да. Да. Это где-то в Конго там, да? Ну, смотри, на самом деле, это где-то в Африке, да, то есть чуваки вооруженные, которые дают калашников, и он будет стрелять сейчас. Да, я помню это видео. Но на самом деле, когда я смотрел, раньше я всегда был уверен, что это видео настоящее, что просто какие-то чуваки решили поприкалываться, и потом, собственно, сами чуть пули в колени не получили. Есть версия, что это фейк. Да, но я вам задаю вопрос, вот, видишь, вот, он, значит, их типа пострелял, прогнал, и поднимает вот так вот вверх калашников. Это как раз может быть что правдой, потому что шимпанзе, самцы у них устраивают демонстрации. И они хватают всякие ветки, камни. Или, например, если они в зоопарке, они хватают, ну, я не знаю, таз, ведро. Ну, как бы вот все что угодно, что им под руку попадается. И они могут, например, ведро дубасить об дверь. Или там вот так вот трясти, как этим калашником, трясти, я не знаю, шваброй. А что значит? Значит, победа. Нет, это демонстрация для того, чтобы устрашить других, показать, что вот смотрите, я такой огромный, я столько звуков издаю, я вообще такой громкий, я круче всех. И вот у них как бы, ну, у них есть иерархия, у них есть альфа-самец, и альфа-самец, он, даже когда он уже на своей позиции, он постоянно эти демонстрации устраивает. Причем каждый самец, у него свой стиль. Кто-то любит ведром дубасить дверь, кто-то любит ветками махать, кто-то камни кидает. И они регулярно эти демонстрации устраивают, чтобы всем показать, что вот я тут альфа. Просто именно и Калашников здесь выглядел, знаешь, как вот человеческое вот это вот, когда бицуху показываешь после... Ну, он так и делает, по сути. Он вот как бы хватает что-то и показывает, вот какой он огромный. И у него волосы встают все дыбом. То есть он действительно визуально выглядит больше. И он вот звуков еще старается побольше издавать. То есть, ну, это оно и есть на самом деле. Но такие видео тебе не нравятся? Ну, мне просто грустно, когда приматов используют как какие-то игрушки. Ну, животные должны жить отдельно от человека, если это не одомашненные животные. Приматы — это не одомашненные животные, поэтому меня раздражает и, мне кажется, грустным, когда снимают все эти милые видео про то, как макаки как-то там одеты в человеческую одежду. Ну, знаешь, вот ТикТок полон вообще всякой этой ерунды.
где люди взаимодействуют с приматами так, как будто это чихуахуа. А это не чихуахуа. А это не чихуахуа. Но он же не домашний. Это как бы вот вольное животное, свободное. Оно должно жить вольно. Вот мармозетки. Они живут в Южной Америке, в Бразилии. И это такие прям модельные приматы. На них изучают много всяких болезней, потому что их очень легко держать. Вот они такие мелкие. Это первый трансгенный примат. То есть ему вживили в ДНК ген, и он стал трансгенным. Это было давно. Японцы это сделали в 2006 году, что ли. Что такое трансген? Это значит, что в организм вживляют какой-то ген, который как бы не принадлежит этому организму. Вот. И им вживили ген флуоресцирующего белка какого-то, из которого у них светилась шкурка. Совершенно никто не понял, зачем это сделали. Но это было круто, все таки вау. Вот. Звучит как издевательство. Да. Но это, в общем-то, судьба всех модельных приматов. То есть вот они как бы, эти мармозетки вроде как тут веселятся, но на самом деле они, конечно, предпочли бы все это делать в лесу. Как и те приматы, которые живут вон в всех вольерах, но они живут в клетках. То есть у них классные условия, конечно. Но, конечно, это все сопряжено с какими-то страданиями для них. То есть они предпочли бегать по лесу. Обезьяны всегда были теми, над кем проводили самые опасные и самые первые эксперименты. От полетов в космос до исследования лекарств. И многие из этих испытаний, они, в общем, довольно кошмарно выглядят во всех смыслах. Я бы не сказала, что это прям всегда первый выбор, потому что обезьяну очень дорого содержать, ее сложно содержать, потому что это большое животное, которое, требовательное к условиям. Гораздо проще содержать мышь. То есть, как бы, если кто-то выбирает себе дешевое модельное животное для изучения какой-нибудь болезни, то, скорее всего, человек начнет с мыши. Большинство исследований производится на каких-то мелких объектах, на рыбках, на мышах. Но штука в том, что есть какие-то, что чем ближе организм к человеку, тем больше у него с нами общих болезней. И поэтому какие-то болезни и какие-то реакции организма удобнее изучать на приматах, просто потому что они больше на нас похожи. В Америке, как ты говоришь, запретили на исследования на шимпанзе. Что в остальном мире происходит? Я конкретно не знаю. Я знаю, что есть такая тенденция, что постепенно начинают запрещать инвазивные исследования на шимпанзе. И в Америке, например, была такая идея, что эти шимпанзе, они отправятся на пенсию. Вот это прям так и называлось, что вот они отработали всю жизнь на благо науки, и потом их отправляют на пенсию в какие-то удобные большие вольеры, где они будут просто жить. Это была идея или она воплотилась? Она, мне кажется, начала немножко воплощаться. Конечно, там все было не очень гладко. Но есть в целом такая тенденция, что стараются шимпанзе особо не мучить. Я не уверена, что это прям исполняется так уж везде во всем мире. Как ты относишься к испытаниям на животных? Я считаю, что это грустно, но необходимо. Потому что, если мы считаем, что человеческая жизнь нам важнее, чем жизнь других животных, наверное, мы, к сожалению, так считаем. Как бы это ни было грустно признавать. Если мы считаем, что нужно разрабатывать вакцины, нужно тестировать лекарства, то, к сожалению, приходится это делать. Хотя это печально. На твоих участках работы были когда-нибудь испытания? Нет, я вообще работаю, это совершенно две разные области. То есть, например, даже в институте, где я работаю, в приматологическом центре, там есть две части института. Одна полевая, там, где работаю я, и это такие полевики, зоологи, люди, которые ездят в поле и там ходят за обезьянами и не трогают их. И вторая часть института — это те, кто изучает приматов, которые живут в неволе, и которые занимаются всяким инфекционным ресерчем, всяким... Они изучают инфекции, они изучают нейронауки, они делают разные инвазивные исследования, разной степени инвазивности. Это совершенно две разные области. То есть это не зоология. Потому что зоологическая сторона приматологии — это просто наука о том, как живут приматы. Мы просто за ними наблюдаем. Так же, как люди наблюдают за китами.
Просто мы, когда были в центре, ты сказала, что тебе не нравится, когда, что обезьяны — это не одомашненные животные, поэтому они должны жить в дикой природе. Ты же работаешь в том месте, где они тоже в неволе находятся. Да, но я считаю это необходимым злом. Потому что, разработать и протестировать вакцину — это важно, а нарядить какого-нибудь милого примата в юбочку и снимать его на видео — это просто глупо и жестоко. Потому что это не нужно. Как ты относишься к зоопаркам? Так, амбивалентно. Мне, с одной стороны, грустно смотреть на то, как, например, человекообразные обезьяны сидят в вольерах, которые, даже если они большие, все равно они никогда не бывают такими большими, как их лес, потому что у них большие территории. Они бывают хорошо сделаны, бывает, что там разумно очень составленные группы, что у них есть чем заняться в этих вольерах, что они достаточно большие, но все равно это не то, что лес. Но при этом зоопарки часто выполняют функцию сохранения каких-то видов животных, которые в природе исчезают, а в зоопарке сохраняется какая-то популяция, которая не дает этому виду вымереть. И животных из этой популяции зоопарковой можно потом выпустить в дикую природу, реинтродуцировать, как это называется. Можно? Да, это сложно. Нельзя просто выпустить его где угодно, за ворота зоопарка. Это нужно делать с умом, но это можно делать, и это делают. То есть вот такую функцию зоопарки выполняют. Но мне не очень симпатична вообще мысль о том, что вот животные сидят в клетках, и мы на них смотрим в качестве такого развлечения. То есть я скорее против, чем за. То есть зоопарк — тюрьма животных. В основном, да. Но тоже смотря о каком животном говорить. Если животное такое умное, как шимпанзе, ты хочешь держать 2-летнего ребенка в клетке? Наверное, нет. Вот и шимпанзе также. А если это какая-нибудь ящерица или рыба? Я как-то не испытываю особой эмпатии к рыбе. Мне кажется, ей все равно, где жить. Если у нее есть еда и кислород, и вода. По своему опыту, просто есть люди, которые считают зоопарк тюрьмой животных, но хотят, хотя бы с точки зрения какой-то образовательной, детей иногда туда водить. Угу. В каких городах мира ты видел зоопарки, куда наименее компромиссно отвести их, где все-таки в значительной степени соблюдаются условия, чтобы это было не так жестко? Вот есть в Лейпциге очень классный зоопарк, который понравился даже мне, хотя я очень скептически вообще настроена. И там есть, как же это называется? Гонвана-ленд? Как-то так. Короче, там есть такой отдел этого зоопарка, тропический. Это такой гигантский стеклянный колпак, в котором такая многоярусная сделана система, там растут деревья, там летают бабочки, там летают какие-то летучие мыши, какие-то зверюшки. И ты туда заходишь как в экосистему. То есть это такая экосистема под колпаком. И это одна вещь. И вторая, там живут разные человекообразные обезьяны тоже. Там есть шимпанзе, мне кажется, там есть орангутаны у них. И они живут в гигантских вольерах, прям в огромных вольерах. И на это смотреть не очень грустно. Так, чуть-чуть грустно, но не очень. То есть там прям классно все сделано, они продумали все это. А вольер больше этого помещения? Гораздо. Там огромные вольеры, конечно. Потому что... Если что, здесь, видите, 200 квадратных, по-моему. Да. То есть большим животным нужно много места. Особенно таким умным, как шимпанзе. И в хороших зоопарках им обеспечивают это место. И они там не страдают. Потому что если посадить шимпанзе, например, в тесную клетку, то они могут там устраивать свои политические игры, интриги, они могут, например, очень сильно булить друг друга. И если животному даже некуда убежать, некуда спрятаться, то это может быть прям жестко. А если у них много места, то они могут всегда разбежаться и жить почти как на свободе. В какую теорию происхождения человека веришь ты? Теорию Дарвина или божественную? Божественную теорию нельзя назвать теорией, потому что ее нельзя опровергнуть. Это не научная теория, это верование. Для меня это не вопрос веры. Для меня это вопрос того, что доказано. И, конечно, доказано, что человек... Некорректно говорить, что он произошел от обезьяны. Корректнее сказать, что и человек, и обезьяна
произошли от общего предка. То есть это не то, что вот сидит макака, да, вот, которая в зоопарке, и вот я от нее произошла. Я с этой макакой имею общего предка, и мы с ней от него произошли. А этот предок жил очень много миллионов лет назад. Вот так корректнее будет сказать. А что это за предок? Ну, это какой-то обезьяноподобный предок, который когда-то жил, и он эволюционировал, и, грубо говоря, одна ветвь пошла к другим обезьянам, и другая ветвь к нам. Ну, то есть как бы мы разделились с шимпанзе и бонобо всего 6 миллионов лет назад. Это совсем недавно по меркам эволюции. То есть наш предок общий с шимпанзе и бонобо вот жил настолько недавно. То есть как бы у нас вот с ними общие как бы прадедушки. Но это не то, что мы произошли от шимпанзе. А про 6 миллионов лет это не доказанная версия, это вот общий консенсус научный. Ну да, но это можно считать, что доказано, потому что на это есть палеонтологическая летопись, то есть всякие зубы, косточки, которые находят, которые можно датировать. Плюс есть ДНК-исследования. Ну, то есть это не то, что кому-то кажется, что это так было. Это теория, которую можно доказать научно, в отличие от божественного происхождения. Ну а откуда появился тогда вот тот предок, от которого пошли мы и обезьяны? Может быть, его создал Бог. Но он произошел от кого-то еще. Ну, он произошел от каких-то других животных, которые жили до него. Но, может быть, самого первого все-таки создал Бог. Вполне допускают. Ты веришь в Бога? Нет. Встречала ли ты приматологов, которые при этом верующие люди? Прямо приматологов, наверное, нет, но зоологов — да. И я не вижу тут противоречия. Потому что... Ну а в чем, собственно, противоречие? А я не говорю, что оно есть. Честно говоря, когда я работала в Перу, я почти поверила не то чтобы в Бога, а во всяких духов. Потому что местные жители, наши ассистенты, они верят во всяких духов леса. И они так убедительно про это говорят, и когда ты месяцами сидишь в лесу без связи, а лес полон звуков, то очень легко поверить в духов леса. И ты слышишь иногда какие-то загадочные звуки, и ты не знаешь, что это. Ну, слушай, это то же самое, что люди, которые не имеют доступа к науке или к медицине, они тоже могут верить в какие-то такие мистические вещи. Да. Но это как бы не потому, что нету науки и медицины, а просто потому, что они вне контекста, у них нет к этому доступа. Разве не так это работает? Да, но почему бы не жить в этом лесу какому-нибудь духу? Я не вижу, как это противоречит тому, что мы с обезьяной произошли от какого-то нашего общего предка. Твоя поездка в Амазонию оплачивается центром, в котором ты работаешь? Это оплачивалось центром, в котором я работала, когда я делала PhD. И я там получала зарплату, и мне там давали деньги на, собственно, экспедиции. Потом в какой-то момент, 2 года назад, финансирование прекратилось, потому что начальник нашей перуанской станции, мой бывший научник, ушел на пенсию. И вместе с этим распалась его научная группа, которой принадлежала я. И финансирование из немецкого центра прекратилось, и теперь станция финансируется с помощью грантов американских, которые получила я. Это такие гранты, Leakey Foundation называется, гранты, которые выделяются на исследования, связанные с эволюцией человека. Ага. А как ты их получила? Получают все научные гранты, то есть ты пишешь заявку на грант, ты там описываешь свою будущую работу, что ты собираешься сделать, почему это невероятно раскроет всем глаза на то, как живут приматы, на то, как эволюционировал человек. Ты все это объясняешь, и если твою заявку одобряют, то ты получаешь деньги на исследование. Ага. Зачем это нужно американцам? Они хотят узнать, как эволюционировал человек. Я понимаю, как странно звучат мои вопросы, но я просто транслирую то, что у определенной категории зрителей может появиться, когда они это будут слушать. А зачем им нужно это узнать? Потому что это интересно.
В этом, наверное, нет никакой практической пользы. То есть вряд ли мы излечимся от рака, если мы узнаем, как эволюционировал человек. Но мне кажется, мы все хотим знать, как живут наши родственники, как жили наши предки. Даже если говорить о том, вот обо всех этих аргументах, о том, что естественно для человека, что неестественно, какое поведение естественно, какое нет, то мы не можем знать это, не изучая других животных, ну и приматов. В первую очередь, потому что приматы — это наши родственники. Поэтому, например, всем хочется узнать, существуют ли другие моногамные приматы, или это только человек так живет, и так далее. Смотри, а бывает еще, вот если говорить в целом про экономику науки, такая логика. Мы просто говорили, что государственные центры спонсируют ученых для того, чтобы ученые в процессе своей работы нашли что-то, не знаю, вакцину, например, что потом, как патент, можно будет продать фармакологической компании. То есть, чтобы в этом было не просто такое, знаешь, общечеловеческий смысл. Мы поливаем почву в своей стране, и когда-нибудь она даст всходы, которые стране пригодятся. А что в этом может быть прям прямая экономика какая-то? Это скорее прикладная наука. То есть то, чем я занимаюсь, это совсем не это фундаментальная наука. То есть фундаментальная наука — это такие исследования, которые не приносят никакой очевидной пользы. Никому не понятно, зачем это нужно. И все думают, что, может быть, когда-нибудь это принесет какую-то гипотетическую пользу. А вот разработка вакцины — это, конечно, более такое прикладное дело, которое может принести пользу вот прямо завтра. И это совершенно другая история. И она по-другому финансируется, конечно. И там совершенно другие деньги. Больше. Да, конечно. То есть получить грант на исследование моих обезьян сложнее, потому что не так очевидно, зачем это нужно. И в целом, если посчитать, сколько денег вливается в мою область, сколько денег вливается в разработки вакцин, конечно, разница будет в сотни, в тысячи, в миллионы, наверное, раз. То есть это совершенно несопоставимо. В пользу вакцин. Да, конечно. У нас очень скромная область, и нам вообще не нужно много денег. То есть я могу финансировать всю свою станцию целый год на 25 тысяч евро примерно. Вот такой у меня грант. Потому что это просто скромная полевая станция. Для разработки вакцины это будет капля в море, это будет ничто. И, это честно, я считаю, потому что изучение обезьян неизвестно, когда принесет пользу, и, может быть, никогда не принесет пользу. А вакцина нужна вот прямо сейчас. До того, как заняться приматами, ты была научным журналистом, который в целом писал про животных. И про науку. Про науку, да. У тебя есть текст про цикад. Про перуанских, да? Кажется. И есть те, которые 17 лет живут под землей перед тем, как, собственно, появиться на этот свет. То есть они уже живые, но 17 лет находятся под землей. Да, дело в том, что у них разные стадии развития, и они вот одну из этих стадий проходят под землей, а другую уже, когда они выходят. Но она уже живая, она двигается. Она двигается, да, но она, конечно, она живая. В смысле, она всегда живая. И 17 лет под землей. Да, она находится там в таком вот как бы спящем состоянии. Охренеть. Пугающая цифра. Я бы поспала 17 лет. Поспал. Под землей. У тебя маленький ребенок. Да, и не спала уже 8 месяцев. Став мамой и работая приматологом, много ли ты видишь сходств между процессами и родов, и вообще воспитания маленьких детей между человеком и обезьяной? Насчет родов не скажу, я не держала свечку. Но насчет процесса воспитания, да, мне мои знания, то есть то, что я знаю о животных, мне помогает как-то осознавать то, что происходит сейчас со мной, между мной и моим ребенком. Например, наблюдая за приматами и за другими животными, я вижу, насколько важно детенышу непрерывно висеть на маме, и насколько это для него естественно. И поэтому, когда моя дочь рыдает от того, что я повернулась к ней спиной на 1 секунду, я думаю о том, что это абсолютно естественно. Любой маленький примат непрерывно висит и путешествует на маме, или на папе, в случае прыгунов. Ты написала:
Кроме всего прочего, скорее всего, это конец науки в России. Спустя 2 года, после того, как ты этот твит написала, оцени, что произошло и происходит с наукой в России. Ну, насчет прям конца я, может быть, погорячилась, потому что, смотря о какой науке говорить, потому что, ну вот самый простой пример. Я зоолог, а мой муж, он занимается протеомикой. И он работает на масс-спектрометрах. С чем? Протеомика. Протеомика — это наука о белках. Вот как есть геномика, которая изучает геномы, а есть протеомика — это наука о протеинах, о белках. Я, вот как я говорила, я могу финансировать целую станцию целый год на 25 тысяч. То есть я очень скромно живу. Мне прям вот совсем много денег не нужно. И зоологу тоже много денег не нужно в целом. То есть зоологу нужно поехать в поле, ему нужен бинокль, резиновые сапоги, палатка, билет, чтобы поехать куда-нибудь. И ему нужно немножко денег на генетические исследования, если он занимается генетикой. Но это, правда, очень дешево. Ну, сколько-то там $1000 или евро. Скажем, мой муж работает на приборе, который стоит миллионы, и который покупается в Америке, но который стоит очень-очень много. Ну, то есть прям вот в 1000 раз больше, чем бюджет годовой моей станции. И он обслуживается тоже в Америке. И, соответственно, когда началась война, то работать на этих приборах стало невозможно. То есть заниматься высокотехнологичной наукой в России стало либо невозможно, либо очень сложно. Но заниматься зоологией, такой вот кондовой зоологией, которой занимаюсь я, в общем-то, возможно при любом режиме, потому что при любом режиме я могу поехать в заповедник, надеть там резиновые сапоги и бинокль и изучать, как живет кабан. На это не нужно ни денег, ни технологий. И делать генетику кабана, дешевую и простую, я могу с помощью китайских разных реагентов и систем. А прибор твоего мужа не делают в Китае? Вот нет. То есть не все вещи заместимы. Какие-то вещи заместимы, да. И много перешло на... Многие люди перешли на все китайское, но это, возможно, не для всего, к сожалению. А как вообще выглядит история про вот научное сообщество? То есть как есть до войны, берем время до полномасштабной войны, когда есть люди, ученые из России, из Америки, из Германии. Они обмениваются информацией или, наоборот, скрывают друг от друга. Ну, то есть вот как происходит эта движуха, которая там общий человеческий прогресс, ну, хочется верить, ведет вперед? Все обмениваются, и в этом-то и дело. И мне кажется, когда я писала тот твит, я думала как раз про это, а совсем не про технологии, потому что будет с технологиями, было тогда совершенно непонятно. И если я не ошибаюсь, я этот твит написала на 2-й или 3-й день войны, потому что я была здесь, когда началась война. Причем я здесь уже не работала, а я просто заехала доделать какие-то свои дела, закрыть какие-то хвосты. Я приехала из России, и я что-то там доделала в институте. Ну, то есть я что-то в лаборатории там разбирала свой ящик. Я буквально приехала на неделю. И 24-го меня застало здесь. А на следующий день или через пару дней после этого я узнала, что мой институт выпустил такой приказ, что сотрудничество с любыми российскими институтами запрещено. Любое сотрудничество. И что в целом это вот приказ такой по Германии, что нельзя сотрудничать с российскими институтами. И для меня тогда это было таким шоком, потому что суть науки в том, чтобы обмениваться знаниями. Вообще наука так устроена, что мне интересны прыгуны, и кому-то еще интересны прыгуны, и мы поехали на конференцию, и мы там классно поговорили о прыгунах, потому что мы узнали что-то интересное в этих прыгунах. И наука работает так, в этом как бы суть всего, что мы делаем. То есть вот я посмотрела на прыгунов, я написала про них статью. И я эту статью написала, чтобы те, кому интересны прыгуны или моногамия, или приматы, ее прочитали. То есть суть в свободном обмене. И невозможна наука без свободного обмена. Когда этот обмен пытаются как-то задушить, как бы теряется очень много. Невозможно делать науку в одной отдельно закрытой стране. Насколько я понимаю, когда различные институты европейские и мировые стали отказываться от работы с российскими учеными, мировое научное сообщество это разделило. То есть кто-то это не принимал.
Ну, потому что это действительно звучит не то чтобы логично. Почему все ученые должны отвечать за Путина? Ну, вот я скажу, что лично я ни с чем, кроме понимания и какого-то сочувствия, не сталкивалась. То есть я никогда не сталкивалась с тем, что кто-то считал, что со мной теперь нельзя работать или сотрудничать. Безусловно, есть какие-то ученые, которые разорвали все связи с русскими, но в целом, как мне кажется, в целом люди понимают, что наука — это отдельное дело, что была вот такая история, совершенно идиотская. Какая-то база, база статей, информационная база в интернете по ящерицам. Вот там научные всякие публикации, всякие ресурсы про ящериц. После начала войны из этой базы удалили все статьи, которые были написаны российскими авторами. Но штука в том, что, удаляя эти статьи, они одновременно удалили статьи, написанные украинскими авторами тоже, потому что многие из этих статей были написаны в соавторстве. Ну, потому что нельзя просто взять и вырезать одну страну из международного научного сообщества, потому что люди работают вместе, обмениваются опытом и пишут вместе статьи. Потому что были статьи, которые написал условно ученый из Новосиба и ученый из Харькова. Конечно. Ну, то есть это просто совершенно идиотская история, довольно характерная. Но ученые, которые, например, уезжают из России, из-за того, что они не поддержали войну, и им либо опасно, либо по каким-то еще другим причинам они не хотят и не могут там больше жить и работать, они могут находить работу сейчас в Европе и в мире? Да, могут. Кому-то везет, кому-то нет. Конечно, чем на более ранней стадии карьеры находится человек, тем проще ему найти работу. То есть найти работу PhD студентам гораздо проще, чем найти работу профессором. Поэтому тем, кто помоложе, проще, а тем, кто профессор, уже нет. У тебя есть какая-то цель, как у ученого? Цель, мечта? У меня есть мечта, которая, мне кажется, никогда не сбудется, но я бы очень хотела иметь много миллионов и свою станцию в Южной Америке, и никогда не думать о грантах, и заниматься обезьянами, не думая о деньгах. И я бы хотела узнать, как обезьяны принимают решения, как они решают, как жить. Вот что мне интересно. То есть в целом я бы хотела узнать, вот прыгун вырос, и вот у него есть опции остаться дома или уйти, найти себе пару, не найти себе пару, поселиться в этом лесу или поселиться в этом лесу. То есть это какие-то жизненные решения, которые он принимает. И совершенно непонятно, как он это делает. И мне бы хотелось узнать, как он это делает. А для чего? Спросят тебя зрители. Для того, чтобы узнать, как живут другие животные, а не только человек. Потому что если мы знаем, как другие животные живут, то мы можем лучше понять что-то про себя. Когда ты уезжала, у тебя было ощущение, что ты вот от друганов своих уезжаешь? Абсолютно. Опиши это, насколько трогательный момент. Это очень трогательный момент. Я помню, что... Причем у меня так было, что вот у меня было 2 сезона на PhD, которые у меня точно были. А потом каждый следующий раз я возвращалась как бы немножко не запланированно. То есть, например, я не знала, получу ли я следующий грант научный, и не знала, вернусь ли я туда. Поэтому я каждый раз уезжала как бы в последний раз. А я очень люблю это место, это для меня прям дом второй. И я помню, что был такой момент, я перед отъездом пошла мыться в нашем ручейке, а это просто такой ручеек в лесу. Там такая лавка стоит, на ней ковшик. И вот мы из этого ковшика моемся, и я пошла туда мыться. И очень грустно, так печально мылась. И тут ко мне пришли мои прыгуны, и моя группа, вот первая, которую я изучала, вся семья пришла и села на ветку, которая была над этим ручейком, перевела хвостики вот так вот, и стали смотреть на меня и что-то говорить. И это было так трогательно. Вот, реально попрощаться? Да нет, конечно. А может и да. Да нет, я не думаю. Они просто занимались своими делами, но я очень растрогалась. Прям растрогалась? Да. Потому что очень все это такой иммерсивный как бы опыт. Ты настолько погружаешься в это, ты прям вот живешь жизнью обезьян с утра до вечера. Ты постоянно на них смотришь. Вот ты 12 часов подряд смотришь на обезьян. И ты их уже знаешь как облупленных, и они становятся такие родные.
конечно, жалко от них уезжать. И финальное. В чем сила? Сила? Ха-ха. Сила в любопытстве. Мне кажется, что самое классное и главное свойство человека, и, наверное, даже животного, это любопытство. Когда кто-то хочет узнать, а вот почему так, а почему не иначе. Вот когда мне интересно, вот как это устроено.